На Киото в этот раз были минимальные планы. Просто хотел досмотреть то, что не успел 2 года назад. И первое место с утра – бамбуковый лес. Поехал туда довольно рано, но ожидания, что там будет в это время безлюдно, испарились почти сразу. И это будний день. 8:30 утра. Бамбуковая роща Арасияма, или как ее иногда называют бамбуковый лес, это по сути небольшой парк на западе города. Довольно небольшой, но бамбук здесь растет очень плотно. И он капец какой высокий. Серьезно, я помню, конечно, образ бамбукового леса в кино, в доме летающих кинжалов, например. Но увидеть живую стебли высотой в пару-тройку десятков метров – это поражает. Бамбуковый лес в этом районе появился в XIV веке, когда на территории парка был высажен бамбук Мосо, родиной которого, кстати, является Китай. Но больше всего меня зацепил звук этого леса. Не уверен, что на видео он хорошо различим, но сейчас вкратце расскажу, в чем суть. Стебли бамбука, кстати, одного из самых быстрорастущих растений на Земле, так вот, стебли бамбука снизу выглядят как ствол, который вверху разветвляется и покрывается листьями. Но внутри эти стебли полые и относительно своей высоты очень узкие. А теперь представьте, что происходит с этим частоколом при порывах ветра. Правильно, стебли раскачиваются, перестукиваясь между собой и создавая непередаваемый хаос из звуков этих ударов, с фоном из шума листвы. Это такая уникальная природная симфония. Через рощу проложена сеть тропинок, по краям которых забор из сухих стеблей и листьев. Видимо, чтобы не лазили в рощу и не трогали бамбук руками. Потому что туристов здесь реально очень много. Роща открыта для посещения круглосуточно, но бесплатный вход, высокая популярность и небольшая площадь, а всю рощу можно обойти где-то за полчаса, делают это место очень загруженным. И это проблема в том смысле, что если вы хотите услышать бамбуковую симфонию, а не гул толпы, сюда надо приезжать рано утром или поздно вечером, когда людей поменьше. Кстати, читал, что ночью дорожки в парке подсвечиваются, так что, возможно, стоило приехать сюда днем ранее, в ночи и под дождем. После рощи Арасияма я пошел к автобусной остановке, через довольно колоритные улочки пригорода Киото. Здесь все выглядело как-то очень плотно и компактно, но при этом крайне аккуратно и чисто. А моей следующей целью на утро было еще одно популярное туристическое место – золотой павильон Кинкаку-дзи. И вот там я понял, что в бамбуковой роще людей реально было мало. А вы спрашивали, где все люди? А они здесь. Понятно, что Киото – это, возможно, туристическая столица Японии, и сезон сакуры в самом разгаре. Но такого я не ожидал. Хотя был и позитивный момент. Вышло солнце, и золотой павильон предстал во всей красе. Храмовый комплекс Рокуон-дзи был построен более 600 лет назад и в то время был центром культурной жизни страны. А Кинкаку-дзи, он же Золотой павильон, был местом отдыха сёгуна. Происхождение такого названия очевидно. 2 верхних этажа постройки полностью покрыты сусальным золотом.
Кинкаку-дзи считается одним из самых красивых зданий в Японии и является популярным символом Киото. Не могу утверждать, но мне кажется, что золотое покрытие действительно что-то необычное для Японии. А вот для нас зеленый лес, голубое небо и золотой цвет между ними – весьма распространенная палитра у православных церквей. В наши дни Кинкаку-дзи – это буддийский храм, который используется как сяриден – хранилище реликвий Будды. Внутрь доступа, как я понял, нет. Весь интерес этого места – это внешний вид бывшей виллы сёгуна и сад вокруг, по которому можно побродить. Но в толпе вся прелесть сада улетучивается, так что, посмотрев на золотой павильон, я отправился подальше от этого столпотворения. Часть пути прошел пешком по безлюдным узким улочкам, чтобы погрузиться в атмосферу обычного Киото, а затем на автобусе добрался до очередного пункта из своего плана – Императорского дворца. Киото столица была больше 1000 лет. И больше 500 лет как минимум резиденция императора была именно здесь. Соответственно, императорский дворец тоже несколько раз перестраивался за эти столетия. Но сейчас это объект для посещения туристов. А тем временем начинает накрапывать дождик. Императорский дворец Киото до 1868 года являлся резиденцией имперской семьи в Японии. Сейчас территория дворца открыта для публики, и там проводятся экскурсии несколько раз в день. На самом деле это огромный комплекс, окруженный длинными стенами. Посетителям можно увидеть сады и дворцовые постройки, почитать, послушать про их назначение, но войти внутрь никуда нельзя. В 23 году я хотел сюда заглянуть, но не смог пройти дальше входных ворот из-за дрона с собой. С ним даже просто войти было нельзя, а камера хранения уже закрывалась. В этот раз я удовлетворил таки свое любопытство и прогулялся по территории бывшего дворца императора. Но, наверное, это все же не самое интересное место в центре Киото. Самое интересное я обошел в прошлый раз. В описании будет ссылочка на видео. Времени было еще достаточно, чтобы сходить куда-нибудь освежить свои воспоминания. Но у меня возникла мысль покинуть Киото пораньше, чтобы успеть погулять по совсем не туристическому, но большому и солнечному мегаполису Нагое.